Всем привет, с вами Игорь. Сегодня хочу начать новую рубрику на своем канале. Сад-огород будет называться. Буду выкладывать в этом плейлисте такие видео. Ну, все, что связано с садом моим, огородом, поливом, там, переделыванием деревьев или прищепливанием. Вот. Кстати, по просьбам подписчиков я там уже сделал плейлисты по всем моим альтернативным источникам энергии, по тепловому насосу, ветряку там и так далее. Смотрите, короче, плейлисты. Вот. В этом видео я расскажу, как я переделывал деревья. Это было давненько, так уже лет 10, наверное, назад. И какой получился с этого результат, урожайность, как оно прижилось все. Вот. Ладненько, двигаемся к первому дереву. Вот я дошел к первой своей груше. Вообще груши у нас растут на участке, ну и везде. Тут они, это у меня возле речки растет груша. Вот река наша, Ольшанка. Вот, я их вообще не садил. Вот эту грушу и другие там груши, они как-то сами тут растут. Наверное, их птички как-то разносят семена, я не знаю. Вот, но груши я не садил. Я их просто у себя во дворе, когда мы купили участок, их было немало, лишние вырубил, а остальные перещепил, переделал и на хорошие сорта. Ну, дикие были груши. Вот эта груша, которую я первую переделывал. Вот видите, да, вот это вот прищепа. Одна, вторая. Она уже была такая вот толстая, вот как сейчас вот моя рука, видите. Она сильно росла, но после переделывания прививок вот этих, она перестала практически расти, потому что у нее все пошло в урожай, все. Вот. И она очень сильно плодоносит каждый год. Тут у меня вообще прищеплено 3 сорта. Вот эти вот нижние ветки, вот здесь вот, да, видите, такое вот как бы утолщение. Вот это вот место прищепы, оно уже заросло хорошо. Это у меня лимонка, простая грушка. На той стороне у меня есть, вот тоже видно, да, вот это где-то вот здесь вот оно прищепилось. Вот здесь вот прищепливалось. Это была зимняя груша, зимняя бера. А верхние ветки все верхние, это такая груша, я ее потом покажу, когда она дозреет. Очень вкусная, интересная груша. Такой сорт вообще классный. Всем советую. Талгирская называется. Ладненько, двигаемся к следующему дереву. Так, а вот слива. Тоже она перещепленная, привитая. Вот здесь вот один сорт привитый, а вот здесь вот другой. Это два разных сорта, но вот этот сорт что-то стал пропадать, что-то тут заводится. И они даже растут по-разному, вот эти сорта. Вот это круглая слива, такая вот она, еще зеленая. Она как бы растет так ветки вниз, так горизонтально. А вот это она венгеркоподобная, как венгерка такая. Продлинноватая, только крупная. Она растет как-то вверх. Но вот это вот мне не нравится, что она растет вверх. Вот этот вот сорт, он как бы мне больше нравится. Потому что его легче обрывать и вообще обрезать. Ну, как-то удобнее это все. Вот еще покажу яблоню. Вот. Это тоже перещепленная яблоня. Уже она большая. Вот даже видно, вот листья, цвет и форма, да, отличаются. Вот на этом сорте почему-то в этом году очень мало яблок. Видно, да? Тут практически их нет. Ну, есть там где-то одно, что-то там есть, висит. На этом сорте. А вот на этом сорте яблоки есть. И очень много притом. И это на одном дереве. Вот такой вот получается конфуз. Так что сейчас идем к следующему. Вот еще одна слива. Тут очень хорошо видно место, где оно срослось. Но вот это вот место, оно мне не совсем нравится. Оно пока что стоит, но
Не знаю, не знаю. Но он уже долго так вообще-то стоит. Это тоже подвой. Подвой, кажется, абрикоса даже. Это вроде бы даже и не слива. Подвой, кажется, абрикоса. А может и слива. По-моему, абрикоса. И привито здесь два сорта. Вот это один. Ну вот тоже он так очень-очень плохо здесь держится. Ветка там она практически на земле лежит. О, но я ее не обрезаю. Она живая, родит. Зачем ее обрезать? О, а вот этот вот сорт, это та продолговатая, типа венгерка, она ушла вверх, что мне совсем не нравится в этом сорте. Так, двигаемся дальше. Вот еще одна груша. Тоже она здесь, когда мы купили участок, уже была такая довольно большая. Вот моя рука толстая. И я ее вот здесь вот срезал. Вот видно даже, да? Такое вот утолщение как бы идет. Вот. Это я здесь вообще срезал ее на пенек. Я еще эти боковые ветки тоже перещипал, но они не очень сильно пошли в рост. Наверное, потому что боковые. Все идет в центральный весь сок. Вот. И прицепил я сюда 3 щепы. Вот видно, да? 1, 2 и 3. И они все прижились, а еще и срослись вот здесь, вот видите, посередине, да? Ну, пенек он видно, где был, вот здесь. Утолщение такое, да? Видно. Вот. Да, и очень хорошо родит. Это тоже, это талгирская груша сорт. Я потом ее покажу, когда она доспеет. Очень урожайный сорт, каждый год родит. Ну, вообще, груша отпад просто. Так, идем дальше. Абрикоска. Здесь она у меня тоже дикая росла. Я ее даже и не садил. Просто взял и перещепил. Здесь перещепил я ее. Вот это вот одна веточка у меня была перещеплена. Где-то здесь. Да, где-то здесь. И вот это вот другая. Вот еще осталось такое, да. Видите, расширение. Но она хорошо так оброслась. Вот еще пенечек здесь был, вот видите, да? Хорошо оброслась, хорошо прирослась так. Вот, все отлично держится. Она уже не отпадет. Кстати, ее хороший такой совет хочу дать по лечению абрикос. Если кто-то, может, знает, у них тоже есть такая проблема. У нас в нашей местности есть такая болезнь, когда вот так вот на самом штамбе, где-то так внизу, вот, ну, в нижней. Вот еще, кстати, шрам остался. Такая получается болезнь, что кора, она как бы чернеет и отслаивается. Ее так пальцем берешь, так легко отрываешь, и там под корой такое черное было, страшное такое все. Ну, гниль какая-то, грибок, я не знаю, что это такое. Может быть, какое-то бактериальное заболевание. Потом абрикоса пропадает. Если это не лечить, эту черноту, она пропадет. И притом очень быстро. Вот. И как я ее вылечил? Я просто ходил под нее пипи делал, да. Вот. Наверное, что-то такое в моче есть, дезинфекционное, что оно убило эту гниль. Вот. Остался вот только шрам вот такой, видите, оно заросло, затянулось, свежей корой. Вот. И абрикоса выжила и опять пошла в рост. Потому что она, я думал, что уже вообще пропадет. Она перестала расти. Вот. Только это надо делать регулярно, под нее ходить. Вот. Каждый день. Ну, где-то на протяжении месяца, 2. И оно даст свой результат. Скоро вы все увидите. Оно там убьет все бациллы, микробы. Я не знаю, наверное, аммиак или что там, или соль. Ну, что-то там есть. Так, двигаемся дальше. Вот, еще одна слива. Тоже круглая. Вот такая вот она видно, да? Черная круглая слива, очень вкусная. Косточка маленькая мне. И отстает. Вот, тоже она прищепленная. Переделанная. Вот, по-моему, вот здесь вот остался пенечек только такой, да? Видите? Вот. Ну, кажется, здесь. Я уже сейчас точно не могу и сказать, где она прищеплена. Потому что это было давно. А может быть, даже вот здесь. Может быть, и здесь.
Или вот это пенечек. Не, по-моему, наверное, все-таки это. Вот. Ну, хорошо она оброслась, заросла. Но вот в этом сорте мне нравится то, что она, как я уже говорил, такая у нее как бы рост горизонтальный. Вот ветки, вот видите, они внизу. Оборвать можно сливой, удобно, все. Не надо никуда лазить. Вот так они идут. Очень-очень удобно. Растет она, как бы уже обрезанная. Правильно растет, так сказать. Ладненько, двигаемся дальше. Вот мы возле следующей игрушки. Я ее посадил на огороде. Мой огород, виноградик. Возле ветрячка. Вот. Ну, тут все равно я ничего не сажу. Огорода хватает. Но эта груша не щепленная. Ну, многие, наверное, сейчас думают, кто смотрит это видео, что покажи, как это делается. Ну, как их перещепить, как привить. Вот на этой груше я и покажу. Но не сейчас, ну что сейчас не время, а следующей весной. То есть у меня и у вас будет время заготовить живцы, нарезать, какие там вам сорта. И мы вот на этой грушке, я вам покажу полностью весь процесс, как я переделываю эти деревья из диких в плодовые, урожайные. Как я уже говорил, я свои деревья практически все в саду перещепил с диких. То есть я их и не покупал даже. Они у меня все привиты. Хорошие сорта, такие, которые я хотел, искал там, находил или видел у кого-то, срезал. Кстати, надо показать, что надо заготавливать. Заготавливается на прищепу, на живцы. Вот это вот так называемый годичный прирост. Вот последний вот это год, что выросло, вот даже видно, вот отсюда оно, да, растет. Вот это вот за этот год уже выросла вот эта веточка. И осенью ее надо будет срезать. Ну или осенью, или зимой, в принципе, там не столь важно. Главное до распускания весной листьев или цветения. Ее надо срезать и положить в холод, в подвал. Вот эти веточки, ну таких сортов, которые вам надо, которые вы хотите привить. Весь принцип действия это когда весной, когда самое максимальное сокодвижение, это когда деревья цветут, абрикосы, груши, сливы. И у них максимальное сокодвижение мы вытаскиваем с холода, с подвала, с холодильника вот эту веточку, тот сорт, который нам надо. Он спит еще, он еще не распустился. И цепляем его на подвой, на ваш подвой, на мой подвой. Дикую грушу, дикую абрикосу или который сорт вам там не нравится, вы хотите его переделать, этот сорт на хороший. И за счет того, что веточка сама еще спит, а тут уже хорошее сокодвижение, вот эта веточка успевает прирастися, прижиться вот, к этому дереву. И когда оно уже начнет сосать, так сказать, воду, сок, то эта веточка уже пойдет распускаться. Если с листьями прицепить, то они просто засохнут, она не успеет прижиться. Вот. Там вся суть в том, чтобы... Ну, я щеплю вообще за кору. Всегда я это делаю за кору. Самый такой любимый мой вариант. Способ. Больше никакие способы не практикую. Просто за кору срезаю на пенек. Вот. Ну, уже можно срезать даже толщину от такой вот ветки. Вот такой. Даже тоньше пальца, примерно как мизинец. Если есть веточка, ее уже можно щепить за кору. Вот. Это мой любимый метод, он у меня получается. Советую всем начинать тоже с груши, так как на груше лучше всего приживаются щепы. Это все знают, кто этим занимается. Ну, там процент приживаемости практически 90%. Так что, ну, интересней, правильно, когда начать с того, что получится, а не с абрикосы, которая плохо приживается, и там разочароваться или потом не захотеть. Вот с груши мы и начнем, я вам покажу весной уже, как это все делается. Там все довольно просто, вот. Ничего там сложного нет. Там весь принцип, можно сказать, в том, чтобы сконтактировать
сконтактировать, ну, в вот этих плодовых деревьях самое максимальное сокодвижение идет в подкорном слое. Тут если срезать кору, тут будет такой сокодвижущий слой. Его сразу видно, он хорошо так отклеивается, отстает от коры и от самого стовбура древесины. Вот. И в нем максимальное сокодвижение, максимальное. Он, видно даже такой, он скользкий, такой гладкий, мокрый. Вот. И принцип в том, чтобы сконтактировать вот этот слой с сокодвижением подвое с таким же слоем сокодвижения привоя. То есть ту веточку, которую вы будете цеплять, вот это вам надо ее, в принципе, способов есть много, но все они сводятся вот к этому одному принципу. Как можно увеличить максимальный контакт слоя подшкурного, который несет сок, с тем слоем подшкурным, который будет тянуть тот же сок привоя. Вот эти вот два слоя, привоя и подвоя, вот этих подшкурных, надо каким-то способом сконтактировать максимальной площадью. Вот, максимальной площадью, чтобы оно прижилось. Ну, я это буду показывать. Уже весной, сейчас это уже не делается. Вот, как он отслаивается, как там его вставлять, все такое там, я же говорю. Ну, для этого надо, чтобы у вас был вар садовый, скотч или изолента, чтобы замотать. Вот, ну, собственно, сам привой с каким-то хорошим сортом, который вы себе там выбрали. Вот. Ну, ножик острый, ножовка. И все. И можно уже этим заниматься. Вот. И все у нас получится. Ладненько. Все, до следующих видео в рубрике «Сад-огород». Пока.